Привет, друзья! Сегодня приготовим заварное печенье. Готовится такое печенье очень просто и быстро. Также оно не нуждается в начинке, так как само по себе очень вкусное и сладкое. В кастрюлю с толстым дном вливаю молоко и воду. Добавляю сливочное масло. Ставлю все на плиту, добавляю сахар и слегка размешиваю. Жду, когда смесь закипит, и сразу же снимаю с огня. Сразу всыпаю всю муку и хорошо размешиваю. Снова отправляю на плиту, включаю средний огонь и начинаю помешивать. Мешаю до тех пор, пока тесто не начнет собираться в комок. Уже хорошо видно, что тесто собралось в комок, и его можно легко перекатывать по кастрюле. Снимаю с огня и перекладываю тесто в миску. Распределяю и даю остыть минут 10. В это время в отдельной мисочке смешиваю 2 яйца. Тесто слегка остыло, оно теплое, его немного перемешиваю. И понемногу, по чуть-чуть ввожу яйца. Влила и сразу хорошо размешиваю. Тесто густое, добавляю еще. Перемешиваю и вижу, что тесто еще не достигло необходимой консистенции. Добавляю еще одно яйцо. Вливайте его постепенно, может потребоваться половинка или целое яйцо. В итоге мне потребовалось 3 средних яйца. Вот такое должно быть тесто. Оно должно очень медленно стекать с лопатки и образовывать так называемый треугольник. Далее нам потребуется мешок и насадка. Перекладываю тесто в кондитерский мешок. Если у вас нет мешка и насадки, можно просто выложить тесто ложками на противень. Отсаживаю печенье на противень, застеленный бумагой для выпечки. Диаметр моего печенья 3-4 см. Выпекаю печенье в заранее разогретой до 200 градусов духовке минут 15, а затем уменьшаю температуру до 170 градусов и выпекаю еще 20 минут. Печенье достаю и посыпаю сахарной пудрой. Печенье получается просто вкуснейшим, оно нежное, мягкое и просто невесомое. Друзья, удачной вам выпечки, всего вам самого доброго и до новых встреч в наших следующих роликах.